Дорогие друзья, сейчас будет очень серьезное видео, и я не ожидал, что буду записывать и озвучивать его, но произошла небольшая история, которая тронула меня до глубины души, и я просто не мог остаться в стороне. Иногда на страничку нашего администратора, указанную на наших каналах, прилетают разные письма от любителей творчества Димаша. И таким образом, около месяца тому назад, также пришло небольшое сообщение с прикрепленным текстовым файлом. В сообщении некий человек поздоровался со мной и очень просил прочитать то, что написано в файле. Поначалу я не обращал внимания на это письмо, потому что оно было похоже на спам. Ну знаете, мало ли что, скачаю я этот файл, а там какой-нибудь вирус или что-то подобное. Ну, в общем, такая у меня была первая реакция. Страничка, с которой было прислано это письмо, была закрыта, без аватарки и с каким-то странным именем. Ну, в общем, было видно, что что-то не так. И, наверное, это сообщение так и осталось бы висеть с остальными непрочитанными подобными сообщениями, если бы вчера я не наткнулся на него снова. В этот раз, сам не знаю почему, но я решил скачать этот прикрепленный файл. Ну, черт дернул и все тут. Но я и представить себе не мог, если честно, что было в этом файле. А было там просто огроменное письмо, причем направленное не мне, как автору каналов о Димаше, а именно самому исполнителю. Видимо, человек хотел через меня как-то достучаться до самого Димаша, но видимо так. В общем, друзья, не буду долго тянуть. И в данном видео я хочу полностью прочитать вам это письмо от начала и до конца, потому что тех чувств, которые я испытал вчера после прочтения данного послания, я не испытывал очень и очень давно. Так что заваривайте чай или кофе и приятного вам просмотра и прослушивания. А письмо начинается так. Цитата. «Приветствую вас, дорогой и горячо нами любимый Динмухамед Канатович. Пишет вам простой парень с окраины, из маленького сибирского поселка. Я сразу хотел бы извиниться за то, что не называю своего имени, потому что, если быть до конца откровенным с вами, я очень боюсь, что меня засмеют мои сверстники, если узнают, что я записал подобное письмо к вам. Ведь они наперед прекрасно знают, что это письмо никогда не дойдет до адресата. И да, конечно, они были правы, и я не стал бы их осуждать, да и за что. Но все-таки где-то в глубине души я почему-то таю надежду, что этот канал послужит каким-то отправным пунктом в вашу сторону. И люди, которые, может быть, когда-нибудь увидят это письмо, пусть их будет очень мало, но я все равно верю в то, что однажды это письмо каким-то случайным образом, каким-то чудом все-таки дойдет до своего адресата. Во всяком случае, мне очень хочется в это верить. Дорогой Димаш, я живу в Сибири всю свою сознательную жизнь. Я никогда не писал кому-либо писем, поэтому извините, если вдруг буду повторяться или делать ошибки в своем послании. В моем окружении никто больше не слушает ваши песни, и, возможно, они даже не знают о вас, ведь интернет у нас очень медленный, и не у всех он вообще есть. Если честно, то я никому не рассказывал никогда, что мне нравятся ваши песни. Не знаю почему. Есть какая-то боязнь, что ли? Может, конечно, это глупо, но я понимаю, что люди в моем окружении слушают совсем другую музыку, которая сейчас популярна у молодежи, и вряд ли они одобрят мой музыкальный вкус. В общем, не знаю, что-то меня останавливает делиться своими музыкальными предпочтениями с кем-то другим. Хотя, когда я учился еще в школе, я тоже слушал все то, что играло из магнитофона и телевизора. Интернета у нас тогда еще не было вообще, кстати. А сейчас жизнь без него никто и не представляет. Мое знакомство с вашим творчеством произошло в 2017 году, когда я купил себе смартфон. Кстати, да, до этого я ходил с кнопочным телефоном. Возможно, это странно слышать в наше время, но никакой нужды в смартфоне я до этого не испытывал. Да и в социальных сетях у меня страница скрыта от посторонних, там только друзья со школы и ближайших сел. В общем, в том же 2017 году я на этом смартфоне начал смотреть YouTube и случайно наткнулся на видео с вашим выступлением на шоу в Китае. Песня еще была знакомая, я раньше слышал ее и очень удивился, что ее поет не Витас, а кто-то другой. В общем, с этой вашей песни все и началось. Мне очень понравилось, как вы спели эту песню, и я стал смотреть остальные номера из этого шоу. Знаете, я очень был недоволен, когда узнал, что победителем конкурса стал кто-то другой. По правде сказать, я считаю, что это нечестно, потому что вы пели лучше других участников, хотя они тоже очень талантливые все. В общем, я пересмотрел все ваши номера с китайского конкурса.
Потом я начал смотреть ваши другие выступления. Также нашел очень старые видео, где вы выступаете на разных конкурсах в Казахстане. Еще я видел ваши старые клипы, где у вас был еще другой стиль пения. Потом я заметил, что очень много людей делают на вас реакции, и тоже начал их смотреть. Причем меня очень удивило, что реакции были практически все на иностранных языках. Так я понял, что ваше творчество интересно многим людям за пределами России и Казахстана. И это очень радует меня, потому что я считаю, что у вас огромный талант, о котором должны знать множество людей в разных странах на нашей земле. Также я смотрел ваши видео, где вы были совсем маленьким и давали интервью на своем родном языке. Это было очень забавно смотреть. И еще я нашел много видео с вашими родителями и узнал, что они тоже поют, чему был очень удивлен, потому что поют они очень хорошо, и у вас большая музыкальная семья. Я каждый день смотрю реакции на вас. Я слышал, что у вас были концерты в Сибири, и мне очень бы хотелось когда-нибудь сходить на ваш концерт. Надеюсь, что однажды это произойдет. Я очень часто пишу комментарии под вашими клипами и выступлениями. Вряд ли вы увидите их когда-нибудь, ведь комментариев везде очень много. Скорее всего, и письмо это не дойдет до вас. И я хотел сначала отправить вам письмо в конверте, но так и не нашел адрес, куда его можно отправить. Мне очень нравится, что вы стали очень известны в нашей стране. Я знаю, что Игорь Крутой пишет вам музыку, и мне очень нравятся ваши совместные с ним работы. Вы очень гармонично звучите. Мои любимые ваши песни — это «Любовь уставших лебедей», «СОС», «Любовь, похожая на сон» и «Грешная страсть». Еще мне очень понравилась песня, которую вы пели вместе со своими родителями на каком-то концерте. Название я, к сожалению, не запомнил, но она очень добрая и очень душевная. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваше творчество и за то, что дарите нам яркие эмоции. У вас очень необычный голос, и я считаю, что у вас лучший голос в мире. Раньше такого точно не было, как и сейчас, да и в будущем такого не будет. Я был сильно удивлен, когда услышал ваши высокие ноты и то, как долго вы можете тянуть эти высокие ноты. Еще мне очень понравилось, как в каком-то интервью вы сказали, что продолжаете учиться и все еще мечтаете стать хорошим певцом. Если вы так говорите, значит вы правда хороший и добрый человек, который из-за своей скромности не может говорить, что он уже большая звезда в музыке. Именно это мне в вас и нравится, душевность. Кстати, моя мама также подсела на ваши видео, когда случайно заметила, как я их смотрю. Теперь мы иногда вместе смотрим ваши новые клипы и реакции иностранцев на ваши выступления. А мама говорит, что вы золотой мальчик и вас надо беречь. И я согласен с ней. Такой голос и правда нужно беречь, ведь он особенный, какой-то невероятный, не похожий на другие голоса певцов. И еще я знаю, что вы умеете играть на фортепиано и на разных казахских народных инструментах. Это я к тому, что талантливый человек талантлив во всем. Не зря так говорят. Вы большой пример для меня. Надеюсь, что у меня получится услышать вас вживую на каком-нибудь выступлении или концерте, если вы еще раз приедете к нам в Сибирь. Спасибо вам за все. Конец цитаты. Вот такое замечательное послание я обнаружил в том самом текстовом файле. Причем, когда я это прочитал, я хотел ответить этому человеку, но, к сожалению, так и не смог, потому что у него ограничен доступ людей, которые могут писать ему сообщения. Такие дела, друзья, ни имени, ни возраста, ни конкретного названия села. Ничего, но все-таки меня задело это письмо, по правде. Есть в нем что-то доброе, душевное и простое, даже наивное, я бы сказал. И да, где-то я, может, и согласен с этим парнем, что, скорее всего, это письмо вряд ли дойдет до Димаша. Но у меня тоже появилась какая-то маленькая надежда на это, что ли. А представляете, если показать этому человеку видео, в котором Димаш передает ему привет и говорит, что он прочитал его письмо. Вот радость была бы для человека, согласитесь. Поэтому, я думаю, вам будет несложно поделиться этим видео с друзьями или же просто поставить лайк и написать комментарий, чтобы видео продвинулось в рейтинге YouTube и его увидело как можно больше людей. Может быть, и сам отправитель из Сибири однажды посмотрит наш ролик и ему станет приятно. А это, кстати, возможно, учитывая то, что он писал, что любит смотреть видео про Димаша. Поэтому попытка не пытка.
Также я хочу обратиться лично к тебе, неизвестный парень из неизвестного сибирского села. Дружище, никогда не стесняйся своих интересов. Неважно, что подумают о тебе другие. Важно, что ты сам об этом думаешь, ведь это твоя жизнь. И никогда не переставай во что-то верить, ведь не зря я сделал этот ролик и запустил его на YouTube. Пусть это будет моя маленькая помощь в исполнении твоей большой мечты. А вас, друзья, я хочу попросить проявить максимум активности для этого ролика. Давайте поддержим нашего одногруппника из команды Диарс, ведь мы все одна большая семья, и этим все сказано. Спасибо, что смотрите наши видео от начала и до конца. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Наш канал развивается благодаря вам. А на сегодня у нас все. До скорых встреч, друзья. Будьте счастливы, слушайте хорошую музыку и верьте в свои мечты. Пока.